Добрый день, друзья! Канал Кубатинское серебро. У нас сегодня в обзоре очередной шедевр кубатинских мастеров. Это серебряный заварочный чайник. Серия называется Бристоль. Эту серию отличают вставки из деревянных ручек на корпусе и на крышке. Значит, объем чайника 450 миллилитров, высота 16 сантиметров, от основания до верхней части крышки мерится высота. Вес такого чайника в данном случае 405 грамм, то есть почти полкило серебра. 875 проба серебра. Ну и диаметр у него примерно 11,5-12 сантиметров. Очень красивая работа. Сейчас мы с вами рассмотрим. Начнем. Давайте с крышки. Деревянная ручка на крышке и на корпусе, как известно, делается для того, чтобы не нагревалась эта часть. Если вы знаете, у серебра очень высокая теплопроводность, и оно очень быстро нагревается, и бывает очень трудно держать за крышку либо за ручку. Поэтому делаются вот такие деревянные ручки, и они абсолютно не передают тепло. То есть чайник, наши все кубатинские изделия можно использовать по назначению. То есть вы можете спокойно заваривать в нем чай, угощать гостей, пить сами. Никаких проблем с нагреванием не происходит. Серебро спокойно можно заваривать, также и воду кипятить, никаких проблем. Но в этом случае вы себя оберегаете от горячей ручки, когда приобретаете чайник серии Бристоль. Здесь деревянные ручки. Давайте рассмотрим поближе работу. Очень глубокая гравировка, очень мелкая работа. Вы видите чернение. Чернение — это сложная процедура. Вырезается также мастером борозды, кладется туда порошок, нагревается до 800 градусов, порошок растекается и заполняет именно нужные мастеру борозды. И именно их, иначе рисунок не получится. Поэтому работа сложная, на контрасте получается вот такой рисунок. Изнутри крышка гладкая, полая. Непосредственно сам чайник. Посмотрите, какая красивая работа. Насколько все сложно, мелко. Нет ни одного свободного места у чайника. Все мастер загравировал. Из чернения сделал посерединке такой красивый на контрасте рисунок с помощью черни. Внутри чайник гладкий. Имеются отверстия для того, чтобы выходила заварка. И вот здесь посмотрите, как вместе соединения деревянной ручки с основанием чайника, как сделано красиво, и как этот момент здесь мастер. Это весь процесс вручную, от расплавки цельного слитка серебра, потом идет вальцовка его, раскатка, придание формы, потом мастер рисует вот этот узор, потом он его выгравировывает. То есть этот весь процесс полностью делается вручную. Ни отлив, ни штамп. Здесь делается все у кубатинских мастеров вручную. То есть это единственный в своем роде в мире вот такой чайник. Второго такого нет и никогда не будет. В этом и вся уникальность кубатинских изделий. Даже носик у чайника гравирован и украшен чернением. Нет практически нигде свободного места. И вот под ручкой
Ножка снизу гладкая, довольно устойчивый, не упадет, не перевернется. Вот такое интересное изделие. Я вам еще хочу показать, где у него стоит проба именник. Вот на носике два клейма сверху стоит проба и именник. Именник изготовителя ставится и проба 875 проба серебра. Также традиционно к нашим изделиям в комплекте идут такие бархатные подарочные коробки. Так вот сюда кладется чайник, и вы можете его уже в таком виде дарить. И снаружи, и изнутри темно-синий бархат. На контрасте на темно-синем бархате серебро очень красиво смотрится. Поэтому, когда вы не знаете, надо пойти вам, например, на день рождения, и вы не знаете, что подарить человеку, у которого уже все есть, вы можете быть уверенными, что такой подарок запомнится надолго. Вы будете самым оригинальным гостем, потому что вряд ли кто еще принесет такой же чайник. Поэтому это хороший такой выход из ситуации, когда не знаешь, что подарить. На какую-нибудь свадьбу, на юбилей. Очень красивый, достойный подарок. Серебро из моды не выходит с годами, оно становится ценнее, становится антиквариатом. Через 50 лет уже становится антиквариатом. Биться такая посуда тоже не бьется. Поэтому одни сплошные плюсы. Даже можно держать в нем, если не хотите заваривать чай. Объема здесь достаточно, почти пол-литра. Можно держать в нем обычную воду, наливаете фильтрованную воду, и через 2,5-3 часа вода полностью ионизируется, убивается до 600 видов бактерий и микробов. Серебряная вода известна своими антибактериальными свойствами. Серебро издавна славится такими вот качествами. Поэтому сплошные плюсы. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, ссылка под видео в описании. Скоро выйдет у нас новое видео. Очень много интересной продукции, поэтому, чтобы не пропустить, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч!